Друзья, здравствуйте. Велолетописец на связи. 3 августа 2025 года. Город Быхов. Будем продолжать снимать хроники улиц. Начинаем наш путь сегодня от 5 углов. И будем двигаться по улице Красноармейская. Вообще будем сегодня двигаться до военного городка и постараемся там немного подснимать. Люди просили уже давно. Я вообще снимал часть ранее. Итак, прямо по курсу у нас справа примыкание улица Богдана Хмельницкого. Проезжаем, едем с вами далее по улице Красноармейская. Так, название улицы, я думаю, ни у кого не вызовет вопросов. Названо в честь Красной Армии, одержавшей победу в Великой Отечественной войне. Итак, раннее утро снова. Людей не видно. И мы с вами снимаем улицы. Прямо по курсу у нас будет перекресток. Слева улица Гуляма Якубова. Будем проезжать ее. Ну и далее у нас железнодорожные пути. Будем также проезжать и их, двигаться далее. Улица Красноармейская. Здесь перекресток улица Искалиева. Слева справа Максима Богдановича. Ну а мы едем дальше по улице Красноармейская. Здесь слева район Заслонова и другие улицы. Я его тоже уже отснял. Ролик есть на канале. Итак, друзья, далее у нас по курсу справа гимназия города Быхова, слева райпо. Мы все еще на улице Красноармейская.
Итак, гимназия. Лето, время ремонтов. Ну и райпо база. Мы держим наш путь к военному городку. Или просто городку. Еще называют Быхов-1. Может быть, есть еще название. Напишите в комментариях. Насколько мне известно, здесь была раньше проходная, военный городок. Может быть, я что-то путаю. Сейчас кафе «Адмирал». Судя по карте, где-то здесь улица Красноармейская будет заканчиваться. И будет начинаться улица Гришина. Итак, здесь у нас самолет. В принципе, его мы уже снимали ранее. Здесь таблички. Памятник авиаторам. Но не так давно здесь установлен еще мемориал рядом. Его я не снимал. Давайте подойдем поближе, посмотрим. Итак, друзья, памятник в честь авиаторов. Памятный знак. Вот так он выглядит. Что ж, а мы будем продолжать наше движение дальше к военному городку. Мы уже находимся на улице Гришина. Пересекли проходную. Итак, друзья, Иван Тимофеевич Гришин. В честь него названа эта улица. Герой Советского Союза, генерал-полковник. Командовал 49-й армией, которая успешно действовала в ходе Великой Отечественной войны. В том числе участвовала в Берлинской операции. После войны он занимал руководящие должности в советских вооруженных силах. Напоминаю вам, что мы движемся по улице Гришина. Ну вот здесь плакат, кстати, на стене. Кстати, я вам, друзья, назвал
другого Гришина. Видимо, я ошибся. А наша улица названа в честь другого Гришина. Судя по плакату, Гришин Сергей Владимирович тоже герой Советского Союза. Так, ну что ж, я ошибся, ну бывает. Продолжаем наше движение по улице Гришина. Получается, несколько Гришинов было в Советском Союзе, героев. В честь них названы улицы в разных городах. Здесь у нас перекресток, переулок Парковый уходит налево. Мемориал самолет тоже уже снимался мной ранее. Модель самолета Ил-4. Здесь у нас на стеле. Итак, друзья, поедем дальше по улице Гришина. Напоминаю, мы в военном городке. У нас погода немного нормализовалась. Начались солнечные дни. Я не упускаю возможность что-то поснимать. Как вы помните, в этом году погода плохая, дождливая. Она чередуется дождь-солнце, солнце-дождь. Июнь и июль такими были. Возможно, август будет солнечным, потеплее. Скажу честно, я не особо военный городок знаю. Не особо здесь бывал. Просто слышал в детстве это название. Городок. Ну, как-то так. Ну, вообще он здесь был расположен из-за аэродрома близлежащего. То есть здесь дислоцировались семьи военных. Так, здесь у нас площадь с обелисками, с героями, памятники, мемориалы. Справа дом офицеров. Тоже уже снимал, проезжал. Ну и эту площадь мы тоже с вами уже снимали. Как видно, обелиски все
всех этих личностей выдающихся перекрасили. Еще даже, наверное, в процессе перекраски полностью не переделали еще. Ну, переделают, я думаю. Пока лето покрасит. Предложу в описании к видео все ролики со съемками этих мест более подробно. Друзья, продолжим наше движение по улице Гришина, потому что она идет дальше от этой площади. Птицы уже вовсю поют, щебечут. Друзья, вы, конечно, писали мне по поводу съемок мест здесь, в военном городке, но я их не особо знаю. Можете скидывать прямо координаты, либо название улиц. Будем с вами стараться снимать. Я пользуюсь Яндекс.Картами, по ним ориентируюсь. Можете там смотреть. Ну, здесь какое-то здание. Может, казармы какие-то. Просили снять казармы. Может, это они, может, не они. Непонятно. Тут как будто бы какая-то лавочка церковная. Если это здание отошло к церкви, то внутрь вряд ли слазим. Непонятно. Ладно, едем дальше. По улице Гришина. Далее, друзья, будем упираться с вами в улицу Героическая. Я частично ее снимал. Наверное, мы с вами сейчас сделаем финт ушами и снимем ее еще раз полностью. Попробуем, возможно, от военного госпиталя. Здание отдела образования сейчас. Ранее здание лицея. Итак, здесь у нас школа искусств, но мы перенесемся в начало улицы Героическая. Итак, друзья, мы на стыке улицы Героическая и улицы Кретова. Кретова улица уходит сюда правее. Мы будем двигаться по улице Героическая. Вот ваш военный госпиталь бывший. Здание отдела образования.
Итак, здесь правее Шанхай. Уже с вами его снимали. Итак, наша улица для съемок, улица Героическая. Итак, друзья, в честь кого названа? Ну, наверное, судя по названию, в честь всех героев, освобождающих Выховщину от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Я вам скажу, не так легко узнать, откуда берутся названия. Видите, по улице Гришина получилась ошибка. Интернет предлагает одно, а по факту немножко не так выходит. Хорошо, что вешают эти плакаты, можно исправиться. Так, перекресток здесь слева улица Тарасова, далее справа Морской переулок. Его мы снимали. Проезжаем и едем далее по улице Героическая. Но здесь слева перекресток улицы Гришина, мы ее засняли. Справа детская школа искусств. Когда-то мне на нее указывали в комментариях. Тоже какое-то здание раньше использовалось под что-то другое. Я не особо разбираюсь, пишите в комментариях. Здесь улица примыкает какая-то. Пока там непонятно, ничего не пишут. Едем дальше с вами. По улице Героическая. Ну, судя по всему, здесь где-то она заканчиваться будет. На этом перекрестке получается. А вот как-то так. Туда, получается, ведет улица Гвардейская. Попробуем по ней проехать, что ли. Так, сменили батарею с вами. А едем по улице Гвардейская. Ну вот, судя по всему, эти здания левее какие-то старые все. Возможно, здесь казармы располагались. Непонятно. Ну вот здесь вообще здание закрыто какой-то тряпкой.
Может быть, казармы как раз таки здесь находились. Интересно, будут его реставрировать или не будут? Друзья, вероятнее всего, все-таки казармы это здесь. Раз накрыли тряпкой, внутрь лезть, конечно, не сильно захочется. Возможно, таким образом пытаются показать, что типа историческая ценность, культурное наследие. Здесь что-то обгорожено колючей проволокой. Не полезем мы с вами в казармы, если это они. В общем, друзья, пишите в комментариях. Вы наверняка мне расскажете больше про военный городок, чем я сам. Большинство моих роликов это сплошная импровизация. Приезжаем на место, просто снимаем для вас то, что видим. Так, едем с вами дальше. По улице Гвардейская. Ну вот тут везде такие небольшие двух-трехэтажные здания. Как бы то, что от военного городка осталось. То есть вот здесь, получается, идут они, располагаются. Перекресток здесь улица Авиационная. Проезжаем далее по улице Гвардейская. Ну, кстати, там у нас площадь с героями. И вот перекресток. Едем дальше. По улице Гвардейская. Ну и там дальше у нас стык будет со Стеллой. Сейчас будем выезжать. Посмотрим. Тут еще примыкание справа не обозначенное. Непонятно. Ну, улица Гвардейская, судя по всему, по карте, вообще идет далее прямо. То есть там пойдет дальше Стелла и Парковый переулок. В принципе, мы можем крутануться по нему и вернемся дальше на улицу Гвардейская. Так, Парковый переулок. Судя по картам, двигаемся по нему. Наверное, назван в честь вот этого парка, который здесь расположен.
Ну и как я вам говорил, здесь Стелла. Стелла с самолетом. Парковый переулок здесь должен заканчиваться. Возвращаемся с вами, друзья, на улицу Гвардейская. Продолжим съемку. Итак, друзья, вернулся я назад на этот перекресток с парковым переулком. Поедем по улице Гвардейская. Продолжим съемки ее. Дорога поменялась. Как видите, движемся против солнца. Солнце только-только поднимается. Да, судя по вывескам на домах, это все та же улица Гвардейская. Какой-то пустырь здесь. Выехали с вами, получается, к самолету, к памятнику. Вот он здесь, получается, в этом небольшом мини-парке. Ну что ж, друзья, давайте перенесемся еще куда-нибудь в военный городок. Что-нибудь еще снимем. Итак, друзья, сделал я бросок. Вернулся немного назад. Хочу отснять улицу Тарасова. По карте она значится как вот этот поворот направо. Поедем по ней. Не буду даже предполагать, в честь кого названо, потому что, видите, допускаю ошибки. Напишите в комментариях, если вам известно. Движемся мы против солнца. Надеюсь, кадры получатся не сильно засвеченными. Напоминаю, что мы с вами в военном городке. Бывшем военном городке.
Продолжаем с вами движение по улице Тарасова. Судя по карте, здесь пересечение с улицей Космонавтов. Проезжаем его. И получается, упираемся с вами в культурно-оздоровительный центр. Он у нас прямо по курсу. И здесь скейтерская площадка у нас сделана. Давно я, кстати, не был здесь. Сам посмотрю. Ну вот как-то так это выглядит. Так, футбольное поле. Итак, друзья, очередной марш-бросок на улице Гришина. Мы будем снимать улицу Космонавтов. Когда-то тоже просили. Итак, друзья, движемся с вами по улице Космонавтов. Прямо у нас по курсу перекресток с улицей Тарасова. Только что на ней были. Проезжаем. Движемся дальше по улице Космонавтов. Улица Космонавтов названа в честь космонавтов, судя по названию. Интересная улица, идет прямо через дворы. Кошки проснулись, бегают, гуляют. Так, друзья, улица Космонавтов, судя по карте, будет идти прямо. А у нас здесь перекресток с улицей Кретова. Давайте, раз уж мы здесь, снимем и улицу Кретова, а потом вернемся на улицу Космонавтов. Опять же, не делаю предположений по названию улиц. Улица Кретова. Едем по ней. Пишите в комментариях, если достоверно известно, в честь кого названа улица. Ну, здесь мы с вами выезжаем снова к старому госпиталю, к Шанхаю. Были здесь недавно.
друзья, будем возвращаться с вами, продолжать съемку улицы Космонавтов. Итак, вернулись с вами на перекресток с улицы Космонавтов. Продолжим двигаться по ней. Кто-то когда-то просил про улицу Космонавтов, чтобы я заснял. Частично уже снималось. Просили как раз таки те дворики, через которые она продвигает. Здесь у нас прямо по курсу гаражи. Мне кажется, здесь раньше была проходная. Наверное, убрали. Непонятно. Можно посмотреть на старых видео, если я снимал вообще здесь эту проходную, не помню. Движемся по улице Космонавтов. Будем снимать против солнца. Ну как уж есть. Судя по карте, очередной перекресток, но никак не обозначено. Просто едем дальше. Друзья, ну там 100% была проходная. Ее убрали. Или нет. Короче, непонятно. Едем с вами дальше по улице Космонавтов. В принципе, будем заканчивать ролик. А снял для вас военный городок как мог. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. Будем упираться с вами в улицу Советская. Здесь улица Космонавтов как раз таки будет заканчиваться. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. До новых встреч.